техники. Завершить работу по восполнению некомплекта средств РЭП, особенно ведут активные наступательные действия практически на всех направлениях. За год освобождено свыше 300 населенных пунктов, более 6 тысяч квадратных километров территории. Это на треть превышает прошлогодние показатели. Причем темпы продвижения группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» по сравнению с 2024 годом выросли в 1,5–2 раза. Робототехнический комплекс «Курьер», транспортный «Амичи-Ганек» и многие другие. Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть. Через него проходили пути снабжения подразделений ВСУ. Это позволит расширить полосу безопасности в Харьковской области и снизить угрозу обстрелов противником северных районов ЛНР. Город Красноармейск, который являлся символом сопротивления и украинской армии, выведены из строя более 70% ТЭЦ, а также более 37% ГЭС, обеспечивающие энергией военную промышленность и ВСУ. Энергетические мощности Украины снизились более чем в 2 раза. Это также самым прямым образом сказалось на возможностях Украины оказывать сопротивление. К слову сказать, эффективность точечных российских ударов составляет и кампании Народного ОПК за проделанную работу по оснащению войск. Ключевая задача на следующий год – сохранить и нарастить набранные темпы наступления. Все мы знаем, что сегодня предпринимаются политико-дипломатические усилия по разрешению так называемого украинского конфликта. В то же время отчетливо видим попытки европейских руководителей и киевского режима уклониться от решения этого вопроса. Речь идет о затягивании конфликта с расчетом на максимальное ослабление нашей страны. Из них молодые люди до 40 лет. Более трети имеют высшее или среднее. Одновременно началась форсированная подготовка объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже 30-х годов. Такая политика создает реальные предпосылки для продолжения военных действий и в следующем, 2026 году. Военной техники и боеприпасов в текущем году по отношению к 2024 действий. Увеличится скорость передвижения подразделений до переднего края, усиливается и она взяла на себя функцию основной ударной силы. В настоящее время